1985-1986 годах на территории Афганистана размещалось 179 советских частей. Из них 39 боевых частей, 41 авиационная часть, 35 тыловых, 64 части обеспечения, обслуживания и другие. Части и подразделения 40-й армии дислоцировались в 33 гарнизонах. Наиболее крупными из них были Кабул, Баграм, Газни, Кундуз, Асад-Дебат, Джалалабад, Кандагар, Лашкаргах, Шиндант. Личный состав 40-й армии на 1 января 1986 года насчитывал 108 786 человек, в том числе 105 977 военнослужащих. В этот период в Афганистане не снижали свои активности советская разведка и контрразведка. В Афганистане по-прежнему действовали представительства КГБ СССР, особые отделы КГБ, разведывательный отдел 40-й армии, а также разведывательный центр Главного разведывательного управления Вооруженных сил. Повышением боеготовности и боеспособности афганской армии, разведки и контрразведки правоохранительных органов занимались советские советники. 824 советника Минобороны, 502 КГБ и 395 МВД. Всего в афганских коллективах работало более 6 тысяч советских советников, специалистов и переводчиков. Офицеры советских спецслужб накопили серьезный опыт разведывательной и контрразведывательной работы в сложных условиях. В большинстве своем имели специальную страноведческую и языковую подготовку, говорили на дари и пушту, хорошо знали исламскую религию. Все это помогало им в решении актуальных стратегических и тактических задач. В 1985-1986 годах боевые операции в Афганистане велись практически на территории всей страны. Силовая составляющая конфликта оставалась ведущей. Войска 40-й армии прикрывали государственную границу Афганистана, совместно с афганской армией вели боевые действия в местах наиболее активной деятельности вооруженных отрядов оппозиции. Советско-афганские боевые соединения и части были расположены в приграничных с Ираном и Пакистаном районах, на важных направлениях Северо-Восточного театра военных действий. Основными формами борьбы с вооруженными отрядами оппозиции по-прежнему были плановые операции по их разгрому в жизненно важных регионах страны, уничтожение баз со складами вооружения, боеприпасов и учебными центрами, а основным способом боевых действий – блокирование территорий с последующим их прочесыванием. Части и подразделения советских войск в том числе проводили крупные армейские операции «Смерч», в результате которой был сорван план оппозиционных сил по созданию буферного государства в районе Парачинарского выступа и нормализована обстановка в провинции Пактия. Маневр по уничтожению вооруженных отрядов оппозиции, их баз и складов в районах населенных пунктов Ишкашим и Хоста-Вафаринг. Ураган в провинции Вардак. Осень в районе Нижнего Паншера и на севере зеленой зоны Чирикара, провинции Парван и Каписа. К решению военных задач активно подключались вооруженные силы Афганистана. В 1985 году советско-афганские войска нанесли 5625 бомбовых ударов, из них 922 пришлось на долю ВВС Афганистана. Совершили 59 838 самолетовылетов, 3908 ВВС Афганистана. Афганскими войсками было проведено 33 самостоятельных операции в провинциях Кунар, Нангархар, Баглан, Пактика, округе Хост. В 1986 году афганскими и советскими войсками было проведено 12 совместных боевых действий. Афганской армии
самостоятельно организовано 83 боевых операции. Была колоссальная коррупция. Уже начиная с майора в вооруженных силах Афганистана, майоры выше не работали. Они были начальниками, у них был свой бизнес, который зачастую зарабатывали за нас. Остальные были там, а солдаты были на таком жалком пайке, при этом подвергаясь тотальному, со стороны родственников, близких соседей, тотальному прессингу того, что ты неверным продался. И, конечно, уже к 20 апреля 1986 года из 152 861 человека, который числился в войсках, стало 151 тысяча, там 380 человек. 1500 людей вот за какой-то промежуток ушли туда. Находившиеся в ситуации разрухи и тотальной безработицы, солдаты видели в борьбе на стороне оппозиции реальную возможность заработать. Несмотря на сохранявшуюся масштабную советскую военную и экономическую помощь, масштабы вооруженного сопротивления оппозиции не уменьшались, а даже увеличивались. На начало января 1986 года вооруженные формирования различных оппозиционных исламских партий и организаций насчитывали в своих рядах около 185 тысяч человек. Из почти 5000 отрядов и групп около 2000 общей численностью порядка 80 тысяч человек противостояли афганским и советским войскам. К концу 1986 года под контролем государства в Афганистане находилось лишь 8 тысяч кишлаков из 31 тысячи. Контроль государства распространялся на территорию около 20%. Все остальное контролировала вооруженная оппозиция. Влияние оппозиции было наиболее заметно в провинциях Герат, Кандагар, Гор, Пактия, Нангархар, Кундуз, Парван в округе Хост. Значительная группировка оппозиции была сосредоточена в провинции Кабул. Здесь сконцентрировалось 55 вооруженных отрядов и групп, общей численностью 6500 человек. Особенно напряженной для правительственных сил была ситуация в сельской местности. В этот период контролируемая афганским правительством кишлачная зона практически не увеличивалась и в декабре 1985 года составляла 8,6% территории страны. Так, в 1986 году было освобождено 1419 кишлаков, а спустя некоторое время 1116 из них оказалось под контролем вооруженных отрядов оппозиции. План по освобождению кишлаков в 1986 году был реально выполнен на 13%. Мероприятия по расширению государственной власти в ряде случаев носили формальный характер. Широкое распространение получила практика приписок. Например, в Фарахе и Лагаре в число освобожденных кишлаков включили и те, которые были покинуты населением. В провинции Кандагар государственная власть реально существовала только в 87 кишлаках из 914, числившихся освобожденными. Подобная практика приписок была характерна и для отчетов командования о численности уничтоженных сторонников оппозиции. На территории, которую контролировала афганская оппозиция, проживало примерно 80% населения страны. Это позволяло оппозиции вести активную агитационную и пропагандистскую работу среди населения, а также восстанавливать боеспособность своих вооруженных отрядов. Боевые действия правительственных войск не приносили положительных результатов и в любом случае наносили ущерб мирным жителям, не подкреплялись политическими и социально-экономическими мероприятиями в интересах населения кишлачных зон.
Сельские жители все чаще отворачивались от правительства и поддерживали его оппонентов. В 1985-1986 годах вооруженные отряды сопротивления получили в свое распоряжение 12-ствольные пусковые установки реактивных снарядов китайского производства с дальностью стрельбы до 12 километров, переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК с дальностью стрельбы до 4 километров, безоткатные орудия, радиоуправляемые мины, позволявшие совершать подрывы с удалением до 20 километров, мины-сюрпризы в виде наручных часов, авторучек и других предметов. Во второй половине 1986 года США доставили в Пакистан партию ПЗРК «Стингер», которая была передана вооруженным отрядам оппозиции, что привело к увеличению потерь советских самолетов и вертолетов в 1,5 раза. Однако советская и афганская авиация несли потери не только в результате применения ПЗРК. Серьезные потери понесли афганские ВВС в ходе теракта на авиабазе Шиндант, провинция Герат. В ночь с 11 на 12 июня 1985 года было установлено 24 специальных взрывных устройства на стоянке самолетов 335-го смешанного авиаполка ВВС Афганистана. Мощный взрыв уничтожил 6 самолетов Су-7, 13 самолетов МиГ-21, повредил 3 самолета Су-7 и 1 самолет МиГ-21. По-прежнему много хлопот советско-афганскому командованию доставлял непримиримый противник афганского правительства и НДПА, полевой командир Ахмад Шах Масуд. Политика советской стороны в его отношении была непоследовательной. С ним периодически велись переговоры, подписывались соглашения о временном перемирии в долине Паншер, затем вновь и вновь проводились операции, как это было ранее. Виной подобной двойственности была межведомственная конкуренция советских спецслужб. Межведомственные разногласия заключались в том, что сотрудники Главного разведывательного управления полагали необходимым вести переговоры с Ахмад Шах Масудом. Они считали необходимым заключить с ним перемирие и прекратить боевые действия в Паншире. А представители КГБ СССР полагали, что реально достоверной информации в отношении самого Ахмад Шах Масуда и его вооруженных отрядов недостаточно. На этом основании они считали переговоры вести нецелесообразным. Стороны, поддерживавшие оппозиционные силы, пытались стимулировать их консолидацию. В марте-апреле 1985 года в районе Пешавара, Пакистан, проходило совместное совещание руководителей афганских оппозиционных групп, в котором принял участие президент Пакистана Зия-уль-Хак, потребовавший объединения обеих группировок в единый союз. Вскоре там же было принято решение уничтожать на месте захваченных в плен советских и афганских военнослужащих, если они откажутся сотрудничать с оппозицией. Полевые командиры получили указание довести до рядовых членов группировок девиз «Не дадим ни одному советскому солдату живым покинуть Афганистан». В конце июня 1985 года в Равалпинди, Пакистан, начальник Объединенного разведывательного управления пакистанской армии генерал-лейтенант Ахтар Абдул-Рахман Хан встретился с лидерами 7 ведущих афганских оппозиционных партий и организаций. Он поставил им условие, что если оппозиционные организации не объединятся для борьбы с Кабулом, то пакистанское правительство будет вынуждено пойти на признание правительства Афганистана. Лидеры афганских оппозиционных партий и организаций, опасаясь потерять покровителей, в очередной раз пообещали в ближайшее время создать руководящий совет Альянса. Однако перспективы создания такого сплоченного эффективного союза оппозиционных сил
были эфемерными. Причины – амбиции лидеров, их взаимная неприязнь, желание быть эксклюзивным партнером иностранных держав. Важное значение для стабилизации обстановки в Афганистане имело привлечение мусульманского духовенства к проводившимся в стране социальным преобразованиям. Ислам в Афганистане имеет глубокие корни и оказывает значительное влияние на образ жизни населения, прежде всего сельского. Однако афганское правительство не могло, в силу левой марксистско-ленинской риторики, и не сумело в полной мере привлечь религиозную элиту на свою сторону. Не увенчалась успехом политика привлечения на сторону правительства основной массы мусульманского духовенства. Министерство государственной безопасности Афганистана в 1986 году вело активную работу среди мусульманского духовенства. Сотрудники министерства выявляли патриотично настроенных мол и стремились привлечь их на сторону народной власти. 12 апреля 1986 года в Кабуле состоялась конференция улемов и священнослужителей Афганистана. В ее работе участвовало более 400 человек, представителей духовенства различных провинций страны. Присутствовали делегации 10 исламских стран. Конференция приняла обращение к мусульманам Афганистана с призывом в поддержку усилий НДПА и афганского правительства по стабилизации ситуации в стране. С позиции ислама и шариата были обоснованы необходимость и закономерность происходивших в жизни мусульманского народа Афганистана преобразований и перемен. Выражена солидарность со справедливой борьбой братьев по вере и крови, свободных пуштунских племен, против агрессии режима Зия-уль-Хака. Разоблачено иностранное вмешательство во внутренние дела суверенного демократического Афганистана. Документы содержали также призыв к прекращению кровопролития и братоубийственной войны между мусульманами во всем мире, продолжению усилий ООН в деле прекращения необъявленной войны против Афганистана, достижению политического урегулирования ситуации. Высший совет улемов Афганистана выступал в поддержку решений пленумов ЦК НДПА. Определенную пропаганду идей народовластия вело и Министерство по делам ислама и вакуфов. Вместе с тем, партийные и государственные органы уделяли мало внимания работе с духовными авторитетами. Значительная часть духовенства не понимала и не принимала политику партии. Негативное влияние на положение среди мусульманского духовенства оказывала нездоровая обстановка в руководстве Министерства по делам ислама и вакуфов. В частности, явно провокационные высказывания министра Абдулла Вали Хаджата. Все это негативно влияло на обстановку в стране и ставило под сомнение возможность сотрудничества мусульманского духовенства с правительством. Вооруженная оппозиция же, напротив, весьма активно и успешно использовала ислам и мусульманское духовенство для борьбы с прокоммунистическим правительством Афганистана. Основным тезисом пропаганды была защита ислама. Руководство вооруженной борьбой с режимом НДПА вели оппозиционные партии и организации, именовавшиеся исламскими: Исламская партия Афганистана, Исламское общество Афганистана, Национальный исламский фронт Афганистана, Движение исламской революции Афганистана и так далее. Мусульманское духовенство активно поддерживало афганскую оппозицию. Более 1300 религиозных деятелей находилось в вооруженных отрядах оппозиции. Из них примерно 400 человек были полевыми командирами, около 300 человек исполняли обязанности судей, а 34 религиозных деятеля возглавляли исламские комитеты. Исламские комитеты вооруженной афганской оппозиции настойчиво добивались своего представительства в организации «Исламская конференция», рассматривая это как первый шаг на пути признания другими международными организациями. Итак, боевые действия афганской армии и советских войск ожидаемого успеха не имели.
Опыт ведения боевых действий в Афганистане усиливал осознание того, что военные мероприятия не помогут в решении политических, социально-экономических задач развития страны, в укреплении позиции центральной власти в регионах. Ситуация в стране развивалась по весьма проблемному для СССР сценарию. Советские вооруженные силы при поддержке афганских правительственных войск не могли выиграть войну, не могли ее остановить и не могли уйти без существенных репутационных потерь. Результатом этой игры с ненулевой суммой становился проигрыш обеих сторон. Конфликт по-прежнему сохранял остроту и был далек от разрешения по двум основным причинам. Первая причина – неспособность афганских властей кардинально повысить боеготовность собственных вооруженных сил, запустить политический процесс нормализации обстановки. Вторая – консолидация оппозиционного движения, связанная с ростом поддержки оппозиционных сил среди населения и наращиванием военной, политико-идеологической помощи оппозиции со стороны иностранных государств. Неприятие режима Бабрака Кармаля и Советского Союза значительной частью афганского общества проистекало из разных обстоятельств. Выдвинутая еще в 1980 году афганским лидером программа социальных преобразований в стране во многом оказалась невыполнимой. Борьба группировок «Хальк» и «Парчам» внутри НДПА, сопровождавшиеся коррупционными скандалами, безответственным поведением государственных служащих, стала нормой политической жизни Афганистана. Не имея надежной опоры среди населения, лидеры афганского правительства делали ставку на национальную армию, правоохранительные органы и специальные службы, однако курс на силовое решение вопроса не приносил желаемых результатов. Из-за недостаточной укомплектованности частей и подразделений афганской армии, низкой боеспособности и морально-политического состояния личного состава, они не могли самостоятельно и эффективно вести боевые действия. Подмена руководства афганской армии советскими военными советниками также не способствовала укреплению позиций афганских вооруженных сил. Боевые действия планировались по инициативе советской стороны, что было принципиально неверно, так как в этом случае виновниками всех бед афганцев автоматически становилась советская сторона. Этого же мнения придерживалась и значительная часть должностных лиц Афганистана, многие из которых охотно перекладывали груз ответственности за неудачи и потери на Советский Союз. В результате, в глазах лидеров оппозиции, духовенства и верующих, сам Кармаль и его окружение с каждым годом, с каждой проведенной силовой операцией все больше превращались в политические марионетки в руках неверных – кафиров. Таким же неспособным к решению ключевых вопросов афганский лидер представал и в глазах советской элиты. В экспертных докладах, аналитических записках все чаще встречались мнения о необходимости поиска другой фигуры, способной стать полноправным политическим партнером Москвы. В результате, по настоянию Кремля и после длительных его уговоров, в мае 1986 года Бабрак Кармаль ушел в отставку с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Генеральным секретарем ЦК НДПА стал Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую разведку и контрразведку. Новый лидер находился в чрезвычайно сложной ситуации, когда доверие людей ко всему и ко всем было практически потеряно. Крестьяне устали от войны, ненавидят оппозицию, но и не питают доверия к афганскому правительству. Оно не может защитить его от вооруженных отрядов оппозиции и фактически пока еще ничего для крестьянства не сделало, отмечал он. Наджибулла публично заявлял: в Афганистане не созрели условия для выдвижения лозунгов построения социалистического общества. Большинство населения просто не примет их. Но Наджибулла, как и его предшественник, постоянно подчеркивал неоценимое значение советской помощи как для него лично, так и для страны.
То, что Афганистан оставался улицей с односторонним движением, и Советский Союз не планировал ослаблять силу своего влияния на афганскую ситуацию, демонстрировали регулярные советско-афганские встречи на высшем уровне. Уже через несколько дней после назначения с Наджибуллой встретился начальник советской внешней разведки Владимир Крючков, тогда заместитель председателя КГБ СССР. Администрация Рейгана превратила деятельность афганской оппозиции в краеугольный камень своей политики на Среднем Востоке, важную часть своей глобальной стратегии соперничества с СССР. Директива национальной безопасности номер 166, СДД-166, подписанная президентом США в апреле 1986 года, призывала отбросить советские войска любыми имеющимися средствами. Официальная дипломатическая формулировка позиции Штатов заключалась в том, чтобы исключить возможность быстрого вывода советских войск. Вашингтон хотел, чтобы Москва заплатила более высокую цену за свою интервенцию в Афганистане. Плохо было то, что Соединенные Штаты Америки развернули строительство учебных центров вдоль границы с Пакистаном. И тот, кто окончал этот учебный центр, направлялся в Афганистан для борьбы с нашими войсками. Президент США Рональд Рейган, камуфлируя стратегические интересы США в привычную оболочку борьбы за демократические свободы во всем мире, заявлял: «Сегодня советские войска в Афганистане насчитывают около 120 тысяч человек. И перед лицом этого жестокого натиска афганский народ по-прежнему отказывается сдаться. Это, несомненно, чудо. Друзья мои, я хочу попросить вас помочь, чтобы те, кто борется в Афганистане, получили от нас эффективную поддержку. Безусловно, борьба в Афганистане имеет большое стратегическое военное значение. Но самая важная битва связана не с оружием, а с человеческим духом, стремлением быть свободным и обязанностью помогать угнетенным. Когда мы поддерживаем афганский народ, нас захватывает и облагораживает его борьба за свободу. Разве это не то, что всегда есть в Америке? За что она всегда стояла и за что мы должны стоять в 1986 году и далее?» Соединенные Штаты Америки не ослабляли, а наоборот наращивали оказание помощи афганской оппозиции. Если в 1984 году Вашингтон выделил Афганистану 140 миллионов долларов, то в 1985 году эта сумма увеличилась вдвое. А в 1986 году Белый дом направил афганской оппозиции 470 миллионов долларов. В Конгрессе США был создан специальный комитет по контролю за оказанием помощи афганской оппозиции. Финансовую и военную помощь афганской оппозиции также оказывали Китай, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Наиболее активно действовали в Афганистане резидентуры ЦРУ США и секретные разведывательные службы МИД Великобритании СИС Ми-6. Военная разведка США в Кабуле была представлена Аташатом, сотрудники которого с легальных позиций вели сбор разведывательной информации о войсках 40-й армии. Наиболее распространенными методами сбора информации иностранными спецслужбами были анализ открытых источников информации, опрос афганских граждан, в том числе военнослужащих афганской армии, МВД, представителей оппозиции, выведывание данных в процессе личных контактов с советскими и афганскими военнослужащими, визуальное наблюдение в ходе поездок по Кабулу вблизи военных объектов, фотографирование. Специальные службы Пакистана тесно взаимодействовали с ЦРУ США и активно работали в приграничных с Афганистаном районах, где находилось более 120 лагерей афганских беженцев и центров подготовки членов вооруженных формирований афганской оппозиции. Иран
на территории которого существовало 20 лагерей подготовки оппозиционеров – Тегеран, Мешхед, Заболь, Захидан, Исфахан. Также проявлял активность в борьбе с НДПА. Практически все лагеря для беженцев и центры подготовки боевиков использовались иностранными спецслужбами в своих интересах. Представители разведок иностранных государств в Кабуле регулярно проводили координационные совещания, на которых рассматривались вопросы внутриполитического, экономического и военного положения в Афганистане. Проводился обмен информацией, вырабатывались планы совместных действий. Военное противостояние сторон поддерживалось различными видами идеологического противодействия. Содержательно оно выражалось в двух типах пропаганды – общего антисоветского содержания и представлением СССР как врага ислама и всех мусульман, поддержки националистических антирусских настроений. Афганская оппозиция использовала различные формы ведения пропаганды и антисоветского и происламского содержания. Распространяла цветные открытки с изображением своих бойцов на фоне подбитой советской техники, фотографии комсомольских билетов и групповые фотографии советских военнослужащих, картины убийства советскими военнослужащими женщин, стариков, детей. Одним из основных направлений антиправительственной пропаганды была идея защиты ислама, обвинение режима НДПА в безбожии, в воинствующем атеизме. Под предлогом защиты ислама иностранные государства и вооруженные отряды оппозиции вели активную пропагандистскую деятельность. В адрес советских военнослужащих в Афганистане высылались почтовые отправления, в которых содержались рисунки для спичечных коробков, различные плакаты, вырезки из журналов, Коран и суры, молитвы небольших размеров, открытки с изображением так называемых «святых». Антисоветские организации Народно-трудовой союз, НТС, и Организация украинских националистов, АУН, направляли в Афганистан свои печатные издания, которые оценивались советскими экспертами как политически вредные материалы. В 1984-1985 годах было изъято более 606 тысяч экземпляров листовок. Широко распространена была и устная пропаганда. Тиражировались речи исламских комитетов и командиров. Практиковались рассылка литературы в адрес военнослужащих, имевших родственные и иные связи за границей, нелегальный ввоз религиозной литературы. Зарубежные радиостанции «Голос Америки», BBC, «Голос Израиля», «Немецкая волна», «Голос друга», «Радио Пакистана», «Голос Ирана», «Голос Исламской Республики Иран», радиостанция «Мешхед», «Голос свободного Афганистана», расположенные в Пакистане и Иране, были реальным каналом проникновения чуждой идеологии, так как передачи велись на языках фарси, пушту, дари и были понятны советским военнослужащим, призванным из среднеазиатских мусульманских республик. Объем иностранного радиовещания на Афганистан и личный состав 40-й армии постоянно увеличивался и в середине 1980-х годов составлял в среднем 65-70 часов в сутки. В радиопередачах иностранных государств делался упор на разжигание националистических настроений среди военнослужащих. Велась религиозная и антисоветская пропаганда. Активизировалась и китайская антисоветская пропаганда. Китайские мусульманские лидеры также оказывали поддержку исламской оппозиции в Афганистане. Был использован оригинальный пропагандистский ход. Было заявлено, что Китай является лучшим другом ислама, а ислам – национальная китайская религия, в кавычках, конечно. Половина китайских мусульман – это этнические китайцы. В отличие от русских, для которых религия пророка является враждебным, чужеродным телом. Не могли не влиять на моральное состояние советских войск тупиковость ситуации и отсутствие ясных целей пребывания на афганской земле. Контрразведка фиксировала распространение в войсках 40-й армии самиздатовских стихов и песен так называемого политически ущербного содержания.
В подобных произведениях поэма «Теркин в Афганистане», сказка про Ивана из Афганистана, «Кто виноват?», «Лица желтые» и прочие негативно оценивались условия жизни военнослужащих в Афганистане. Ставилась под сомнение необходимость их пребывания на афганской земле. Осуждались людские потери. В письмах в СССР родным, близким, знакомым военнослужащие писали о своем непонимании причин нахождения советских войск в Афганистане, о нежелании служить. В 15% отобранных почтовых отправлений солдаты, сообщая о смерти своих однополчан, прямо ставили вопрос: зачем в Афганистане находятся советские войска? Афганцы писали домой об убитых и раненых, о подробностях боевых действий, о нападении вооруженных отрядов оппозиции на советские подразделения. Внимание заострялось на ухудшении обстановки, отсутствии результатов боевых действий, враждебном отношении местных жителей к советским военнослужащим. В отдельных письмах указывалось на появление у военнослужащих садистских чувств, на разлагающее действие окружающей обстановки. Советский Союз не оставался в стороне от контрпропаганды. В идеологической борьбе были задействованы антиимпериалистические и исламские мотивы. В январе-марте 1985 года по каналам ТАСС и АПН были переданы на Запад статьи «Преступные акции Вашингтона» по разоблачению планов и замыслов специальных служб противника в Афганистане, «Грязные вымыслы Вельт» по разоблачению клеветнических измышлений органов печати ряда стран о действиях советских военнослужащих в Афганистане. По внешнеполитическим каналам на Западе и в ряде стран азиатского региона распространялись так называемые «открытые письма», возвратившихся из-за границы бывших военнослужащих 40-й армии с демонстрацией их жизни в домашней обстановке и на работе. Опасения растущей происламской пропаганды и потенциального подъема антироссийских настроений в национальных республиках Средней Азии толкали советских лидеров на использование в своих пропагандистских усилиях религиозной составляющей. В составе частей 40-й армии были созданы боевые агитационно-пропагандистские отряды, которые вели пропаганду среди местного населения. Действия советской стороны носили амбивалентный характер. С одной стороны, особенно в начале 1980-х годов, ответом советской стороны на активизацию происламской пропаганды стал новый виток антирелигиозной пропаганды. За период с 1980 по 1982 год количество антирелигиозной литературы, издаваемой в СССР, выросло со 154 до 195 наименований. Книги, раскрывающие антисоциальную и антисоциалистическую природу Корана, пагубное влияние реакционных исламских обычаев и суфийских практик, составляли порядка 22% этих изданий. Вполне объяснимо, что основным объектом подобной пропаганды становились республики Средней Азии, в особенности Казахстан, Киргизия, Туркмения, которые сохраняли культурные элементы, принадлежавшие традиционной социально-кланово-племенной структуре. В этот же период вышел из тени находившийся ранее под негласным запретом сюжет борьбы с басмаческим движением в 1920-е годы в Средней Азии. Появившиеся научные, публицистические работы демонстрировали исторический прецедент победы советских войск над подрывными элементами и возможность его успешного повторения. С другой стороны, в середине 1980-х годов СССР стал демонстрировать заинтересованность в привлечении мусульманской элиты страны к просоветской пропагандистской работе внутри страны и за рубежом. Советское правительство стремилось поддержать имидж своей страны, где свободно живется верующим мусульманам, и таким путем усилить влияние СССР на авторитетные исламские круги развивающихся стран. Одновременно Москва стремилась не допустить, чтобы США, Саудовская Аравия и Пакистан сформировали в рамках движения неприсоединения прозападную группировку мусульманских государств.
МИД и КГБ СССР внимательно следили за развивающимся соперничеством между Ливией, Ираном и Саудовской Аравией в борьбе за влияние на мусульманские страны и старались использовать его в интересах Советского Союза. Совет по делам религии при Совете министров СССР расширял контакты с влиятельными политическими и религиозными деятелями мусульманского мира, пытался воздействовать на них, разъясняя вопросы борьбы за мир, разоружения, предотвращения угрозы ядерной войны, советской внешней политики. В Москве, Ленинграде, Казани и Ташкенте принимались зарубежные делегации мусульман. Организовывались поездки советских мусульман за границу. Советские СМИ освещали пребывание в стране мусульманских делегаций. Главам делегаций передавались короткометражные фильмы об их визитах в Союз, о благополучной жизни советских мусульман. Пропагандистский характер носила и состоявшаяся в октябре 1986 года в городе Баку конференция «Мусульмане в борьбе за мир». В ней приняли участие более 200 религиозных лидеров иностранных государств, а также патриотически настроенное афганское духовенство. Их задачей была вести аргументированную полемику с представителями иностранных государств о внутренней и внешней политике НДПА. Среди участников и гостей конференции распространялась пропагандистская литература. Члены афганской делегации установили контакты с религиозными авторитетами других исламских стран. Генеральная ассамблея ООН продолжала призывать к мирному урегулированию конфликта, поддерживала инициативы организации «Исламская конференция» и усилия движения неприсоединившихся стран, направленные на политическое урегулирование положения в Афганистане. В 1982 году при посредничестве личного представителя в ООН по Афганистану Диего Кордовиса был запущен процесс афгано-пакистанских переговоров в Женеве, закончившихся в 1988 году подписанием документов, вошедших в историю как Женевские соглашения. В 1985-1986 годах состоялось 2 раунда Женевских переговоров, на которых продолжалось нелегкое обсуждение вариантов вывода из страны советских войск, разрешения гражданского противостояния. Во время второго этапа 7-го раунда афгано-пакистанских переговоров в Женеве летом 1986 года под давлением пакистанской стороны советская сторона предложила сократить сроки вывода советских войск из Афганистана до 2 лет, но при условии, что будет прекращено вмешательство в его внутренние дела. Невозможность силового разрешения афганского конфликта в этот период для советской стороны становилась все более и более очевидной. Сбывался худший прогноз Бжезинского. СССР получил свой собственный Вьетнам. Советская политическая элита в кулуарах на заседаниях Политбюро откровенно говорила о провале афганской политики. Меня вызвали в Политбюро, и я беседовал с Романовым. Он меня задал вопрос, когда мы победим. Я сказал ему, что этим численным составом, который есть в Афганистане, мы победу не одержим. Я сказал, если мы не поставим личный состав, чтобы закрыть границу с Пакистаном, то надо выводить войска с Афганистана. Он говорит, так что это поражение. Я говорю, это не поражение, просто уход, но уходить надо. С населением воевать нельзя. Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «В Афганистане мы воюем уже 6 лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет. Это бросало бы тень на наши способности воздействовать на развитие событий. Мы что, будем бесконечно воевать, расписываясь в том, что наши войска не смогут справиться с ситуацией? Нам нужно завершение этого процесса в ближайшее время». Ему вторил бывший министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.
Сегодня надо четко сказать, что стратегическая задача заключается в том, чтобы вести дело к окончанию войны. Приведу одну цитату, с чем это было связано. Потому что уже считали, что невозможно решить проблему только военным путем. И вот Сергей Федорович Ахрамеев, маршал, начальник генерального штаба, тогда сказал: мы проиграли борьбу за афганский народ, правительство поддерживает меньшинство народа. Наша армия воевала 6 лет, она и сейчас в состоянии удержать обстановку на том уровне, который существует. Но в тех условиях война будет продолжаться долго. 28 июля 1986 года во Владивостоке Михаил Сергеевич Горбачев заявил о поэтапном выводе советских войск из Афганистана. Первый шаг – вывод 6 полков из состава 40-й армии в октябре 1986 года. Накануне, 10 июля, эксперты МИД, Минобороны и КГБ СССР подготовили предложение в ЦК КПСС по этому вопросу. По их мнению, данное решение подтвердило бы серьезность советских намерений о политическом урегулировании конфликта, повысило бы ответственность афганского руководства за положение дел в стране. Эксперты предлагали объявить о выводе из Афганистана 6 полков, 8 тысяч советских военнослужащих со штатной техникой и вооружением. Фактически предлагалось вывести 4 штатных полка – танковый, 3 зенитно-ракетных, артиллерийских, а также 2 мотострелковых полка, сформированных из мотострелковых, танковых и строительных батальонов. 15 октября 1986 года место постоянной дислокации в Шенданте покинул 24-й танковый полк. Через 2 дня из Кундуза выехал 149-й мотострелковый полк. Всего в период с 15 по 31 октября из Афганистана было выведено 6 полков. Большинство из них не принимало сколько-нибудь заметного участия в боевых действиях, а ограничивалось лишь вспомогательными функциями и охраной своих пунктов дислокации. Данное решение советской политической элиты получило неоднозначную оценку и имело разноплановые последствия. С одной стороны, это был политический сигнал готовности советской стороны к выводу войск, передаче контроля над территориями афганским вооруженным силам. Сигнал, посланный прежде всего мировому сообществу и афганской элите, отчасти был услышан. В декабре 1986 года состоялся чрезвычайный пленум ЦК НДПА, который принял новую установку на национальное примирение и прекращение братоубийственной войны, решение проблемы политическими методами. Противники Москвы, в частности Пекин, утверждали, что Советский Союз в 1986 году не собирается выводить свои войска из Афганистана. И эта акция носит пропагандистский характер и не может существенно повлиять на военно-политическую обстановку в стране. Китайская сторона убеждала мировую общественность в том, что Советский Союз не планирует выводить войска из Афганистана. Вашингтон же стремился сохранить там напряженную обстановку, так как это отвлекало СССР от других региональных сюжетов и конфликтов. Весьма тонкая грань пролегала между заявлениями о поддержке собственных афганских сил и военным вмешательством. Как говорилось в официальных советских документах, в целях оказания помощи Совету обороны Афганистана по военным вопросам, в декабре 1986 года решением ЦК КПСС в Афганистан была направлена оперативная группа МО СССР под руководством генерала армии Валентина Ивановича Вареникова. Перед оперативной группой были поставлены задачи: принять меры по повышению боеспособности вооруженных сил Афганистана, координировать организацию и ведение боевых действий 40-й армии и афганской армии, а также оперативных частей МГБ и МВД Афганистана. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению вывода советских войск из Афганистана.
по-своему трактовали вывод 6 полков лидеры оппозиции. В августе 1986 года на совещаниях афганских оппозиционных партий говорилось об активизации боевых действий против советских войск. Цель – формирование у мировой общественности мнения о том, что уход советских войск есть результат успешной борьбы оппозиционных сил. Этот период во многом стал переломным для судьбы советской афганской кампании. Советская политическая элита в условиях постепенного движения к демократизации собственного режима, изменения глобальной экономической конъюнктуры и единодушного понимания безрезультатности военного давления на афганскую оппозицию воззревала к тому, чтобы дать старт выводу войск. Способности СССР противостоять в регионе массированным финансовым и военно-техническим вливаниям США были весьма ограниченными. Пробный вывод 6 полков во многом имел пропагандистский характер. Вместе с тем, он пунктиром обозначил курс СССР на поддержку Женевских соглашений. В развернувшейся пропагандистской кампании советская сторона, афганская оппозиция, западные державы активно использовали исламский фактор. Постоянно разогревая эту тему в региональном и в глобальном масштабе, они подчеркивали радикально-политический разрушительный потенциал этой темы. 1 января 1987 года Наджибулла выступил на чрезвычайном расширенном партийном пленуме с докладом о задачах НДПА по осуществлению политики национального примирения. Предложенная руководством страны политика урегулирования конфликта заключалась в следующем. Прекращение огня с 15 января 1987 года на 6 месяцев и возвращение воинских подразделений в места их постоянной дислокации. Объявление амнистии, создание в провинциях комиссий по национальному примирению, готовность поделиться властью с другими политическими силами, включая исламскую оппозицию. Объявление о введении многопартийной системы при условии, что партии, желающие войти в коалицию, признают политику национального примирения. Все это подготовило почву для изменения расклада военно-политических сил в регионе и открывало новую страницу пребывания советских войск в Афганистане.